Всем привет, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас большой эксперимент по поводу медиаторов. В этом ролике, а это первая часть из целой серии роликов, посвященных медиаторам, мы взяли одинаковые медиаторы фирмы Dunlop, одинаковые в плане материала, вот эти вот фиолетовые стандартные Tortex медиаторы, но взяли медиатор всех возможных кончиков. То есть стандартный, довольно круглый, есть серия The Wedge, есть серия Dunlop 3 с кончиком точно таким же, как на знаменитом Just 3, зато из материалов одинаковых. Есть Tortex Sharp, вот этот вот самый-самый острый, странный, необычный медиатор. И есть Dunlop капелька, который на жаргоне называется капелька, вот не знаю, какое у него на самом деле название, но кончик мы вот поприкладывали точно такой же, как у новой серии Flow. У Flow сам медиатор другой формы, про форму мы поговорим отдельно. И в этом видео мы возьмем в руки электрогитару на чистом звуке, на дисторшене и акустику, и поиграем прям подряд на всех медиаторах одной и той же толщины, и сравним, как будет меняться звучание, если вы меняете кончик медиатора, да, то есть меняете форму кончика медиатора и наклоняете его относительно струн, послушаем, что как, и попробуем решить, что нам больше нравится. Поехали. Этот медиатор называется капля. Никогда таким не играл, но кончик полностью совпадает с кончиком медиатора серии Flow. Когда наклоняешь, начинает чуть-чуть шаркать, но при этом добавляются низы. А прямо, вот почти прямым, почти плоско к струне, тембр такой прикольный. А вот с углом. Но прям играть сложно, потому что очень покато кончик. Стандартный кончик. Путем интенсивного прикладывания выяснилось, что у больших треугольных, которые все почему-то называют басовыми, точно такой же кончик, как у стандартного, поэтому будем на нем рассматривать. Тоже вот мне нравится минимальный угол, типа 10-15 градусов к струне. Такой как раз теплый появляется тембр. Плоско он слышит слишком... Серия The Wedge — это где-то между Just 3, который остренький, и между стандартом. Он такой как бы острый, но в самом конце закругленный. Честно сказать, никогда таким не играл. Тот самый звук, который мне нравится, где-то 30 градусов. То есть чуть-чуть сильнее надо наклонить медиатор. Tortex 3 — это форма стандартная, но про форму мы еще отдельно поговорим. Форма стандартная, а кончик точно такой же, как на Dunlop. А форма кончика точно такая же, как на Just 3. То есть, если их приложить, они вообще полностью совпадут, но для того, чтобы материалы сохранить, мы взяли Tortex 3. Тут вот, если играешь плоско, он такой неживой. А вот начинаешь наклонять, во-первых, появляется тембр медиатора, его слышно. Он прям откровенней. Что поначалу кажется, что плохо, но мне нравится, потому что ноты как бы отчетливее становятся друг от друга, прям их можно отличить. Момент атаки как бы он еще и подчеркивается звуком медиатора. То есть тут кончик начал быть у меня где-то под 45 градусов, чтобы добиться похожего звука. Тот звук, который тебе нравится, на ведже, то есть у тебя уже... На ведже мне нравился. И вот здесь тоже, он такой же, слышишь? То есть ведж на 30, это как следующий на 45? Да, они типа такое чувство, что просто вот этот был похожим тембром. Почти плоским. Вот здесь мне надо было 10 градусов добавить для этого самого тембра. Вот здесь как будто бы 30 градусов. А здесь как будто бы 45. 45 совсем неудобно. Нет, 45 наоборот, это вот то, как я играю.
А в том-то и дело, что нет. Ну, типа... Как его зовут? Джордж Бенсон вообще вот так играет. В обратную сторону развернув. Также играет, например, Айзея Шарки и Тоси на басе. И так появляется такая... Когда по несколько струн играешь, появляется перкуссия. А так ее почти нет. А так есть. Тоже, видишь, ты как бы преследуешь свои задачи какие-то. Из-за этого... И самый странный здесь это Tortex Sharp. Или смотри, я могу еще и этим сыграть. Потому что я, честно говоря, он сходится к кончику острее, чем на 40... Прям сильно острее, чем на 45 градусов. Не на 45, чем на 90 градусов. Градусов сколько это? 60, наверное? Острее, чем 90. Это точно острее, чем 90. У нас с тобой чувствуется, да, что Гнесинку с тобой закончили? Градусов 60. Вот такой остренький прям совсем. И им, когда плоско играешь, он вообще, в принципе, странный. Прежде всего, он странный по ощущению, потому что ты чуть-чуть только его вкопаешь глубоко в струны, и все, ты застрял. Надо прям сосредоточенно играть самым-самым-самым-самым кончиком. Тяжелее всего. Я просто не могу под него подстроить технику. Ну вот смотри, я нашел положение, на котором угол как раз игры очень большой, это прям больше, чем на 45 градусов я повернулся. И так мне приходится странно двигать пальцами, то есть по технике игры это прям вообще не мой медиатор, но тем не менее... Можно найти примерно такой же тембр, что и у всех остальных. Но у него все равно яркая атака. Яркая очень атака, он прям другой, он прям сильно отличается. Наверное, самые контрастные были. Самый круглый. Это даже не самый круглый у этой капли, он как бы кончик сам такой островатенький, а вот подход к этому кончику, он прям широкий. И наоборот, самый острый подход. Они прям супер по-разному звучат, да, вот если... Тяжелее звучит. Вообще по-другому. Опять же, под каждый надо подстраивать технику, и при определенной технике можно добиться такого же звука, который вот я просто ушами ищу. Поэтому так смешно, что я как бы поворачиваю руку, а ищу звук все равно ушами, а не просто ориентируюсь только на угол. То есть, мне кажется, тут правильного угла какого-то нет, прям точного. Я ориентировочно же говорю тоже, мы тут с тобой не с транспортиром стоим, меряем. Приблизительно говорю, что чем острее кончик медиатора, тем сильнее хочется завернуть руку. Что, кстати, показал, есть такой товарищ на ютубе, классный абсолютно, Трой Грейди, он больше 10 лет уже ставит камеру замедленной съемки вот сюда на гриф и снимает разных известных гитаристов. У него там в коллекции прям огромное количество людей, там, и он и Эрика Джонсона исследовал, и Фрэнка Гамбали, и, там, не знаю, Энди Вуда, да вообще, мне кажется, таких основных всех суперзвезд гитары, Мартина Миллера, очень много кого. И вывел, что абсолютно точно так же все, кто выбирают медиаторы более острые, сильнее наклоняют медиатор, а те, кто выбирают более круглые, они играют почти плоско. Давай на дисторшне еще послушаем, чтобы было понятно. Поехали. И дисторшн, снова начинаем с капли, с самого, скажем так, круглого здесь медиатора, который есть. И... Ну, понятно, он такой, как только угол превышает какой-то предел, начинается сплошное шарканье медиатором, и вообще очень сложно услышать ноту. Ну, то есть вот здесь. Больше перкуссии. Больше перкуссии, да, больше перкуссии, но уже прям перебор какой-то. А когда играешь довольно плоско, он такой нечитаемый, получается, не очень удобно. Круглый медиатор, у нас 1,14 толщина, стандартно вообще 0,88. Не то, что стандартно, а типа самый продаваемый. И у всех, когда ты смотришь на стоечке, у всех стоят зелененькие медиаторы. Разница
Разницу мы услышим в следующих видео. Для целей того, чтобы у нас были абсолютно все формы, используем 1.14. Попробуем. Ну, такое привычное ощущение, потому что все равно начинают обычно. Ну, не то, что все начинают, но я вот начинал с таких медиаторов. Плоско, когда играешь, звук, ну, так себе. Он такой гудежный. Чуть-чуть начинаешь наклонять, появляется какой-то прикольчик. И когда вот превышаешь тот звук, тот угол, который был красивым на чистом звуке, появляется как раз вот правильный. Я бы сказал, что градусов 30 как раз. Привычный медиатор. The Wedge. Вот этот вот полуострый. Вот этот уже мне близок. Уже начинает казаться, что мне прям нравится. Сильнее угол, 45 градусов где-то, и прям... Just 3 или Tortex 3, одинаковый кончик. Кажется, сразу слышно, какими я играю. Я играю вот этими. Мне очень нравится то, что из-за острого кончика я люблю играть с наклоном вперед. Мне так нравится. И из-за того, что кончик острый, получается, что путь, который проделывает медиатор, как будто бы меньше, чем на вот стандартном круглом. На круглом мне как будто бы приходится играть шире, чтобы добиться такого же звука. А здесь я могу сэкономить, чуть-чуть счетырить и как будто бы ускориться сильнее или ускориться проще, не знаю. Вот мои ощущения такие. Но при этом, когда дело доходит до вот этого вот Dunlop Sharp, самого острова, тут начинается, вот я не могу его просто взять и начать легко играть. Мне надо примоститься, типа вот так вот потыркать. У меня все время с ним, это личное мое мнение, абсолютно, я знаю людей, которые играют такими острыми медиаторами, и они кайфуют, но у меня каждый раз, я когда играю удар вниз, мне очень нравится звук такой прям четкий. Он прям очень плотный, классный. Но как только я замахиваюсь на переменный штрих, у меня тут такой панели пропал, потому что на обратном, на движении вверх, я прям чувствую, что я могу чуть-чуть копнуть медиатор, и он застрянет. Я прям понимаю, что у меня такие заики происходят иногда просто из-за того, что я не могу настолько точно самым-самым кончиком играть, и прям у меня рука застряла. Особенно фиг с ним, когда ты играешь по одной ноте, это можно привыкнуть. Но когда у тебя нужно, ты поиграл по одной ноте, а потом тебе нужно прочесать аккордами, в этот момент я прям на движении вверх конкретно так встреваю. Опять же, мне кажется, если угол поставить большой и так и играть, например, если, не знаю, у тебя гитара очень низко висит, и у тебя уже так рука сама стоит под таким большим углом. Наверное, это не будет такой большой проблемой. Но вот когда сидишь, я прям не понимаю технику для того, чтобы он прям зазвучал, но тем не менее он звучит. Я прям четко понимаю, что он, наверное, самый читаемый. То есть Да. вниз ярко, вверх, да. А вниз? Я чуть-чуть заикаюсь, прям окей, вот и перегруз.
Давай послушаем на акустике. Давай. Короче, медиаторы на акустике, они же флэт-пики. Почему флэт-пики? Потому что на акустиках, кроме таких плоских медиаторов, еще есть всякие когти, медиаторы на большой палец, медиаторы на все остальные пальцы. Об этом мы еще поговорим отдельно. Так вот, флэт-пики и акустики — это настолько вообще большая и сложная тема. Если вы думаете, что электрогитаристы заморачиваются на тему медиаторов, вообще не заморачиваются по сравнению с акустиками и медиаторами, потому что в этой самой стране Америки проводятся целые соревнования по флэт-пикингу, то есть потому, как быстро могут играть люди плоскими медиаторами в стиле, который называется кросс-пикинг. У них это прям отдельное слово. Кросс-пикинг — это когда ты играешь арпеджио медиатором. Я, как любой нормальный человек, не могу с такими скоростями играть, как они, потому что это прям надо вот играть кантри, у них там целые постановки, целые гитары, на самом деле обычные дредноуты, но из красного дерева стандартно, типа, чтобы читалось это все лучше. И вот они играют там свои стандартные произведения очень-очень быстро, обычно еще рядом мандолинщики, которые тоже медиаторами чешут. Вот у них стандартно это медиаторы круглые. Если честно, у них там есть куча разных других брендов и инноваций, которые выпускают медиаторы там по 1500, по 2000 рублей. Это я ошибся, потому что это раньше они были по 1500, по 2000 рублей, когда я прям особенно интересовался этой темой, когда доллар был по 30 рублей. В общем, у них там по 100 баксов вообще легко найти медиаторы. Чем они отличаются? Ну, они там из черепашьего панциря. Или они там какие-то вручную выточенные. Но, тем не менее, самый популярный среди них это все равно Dunlop стандарт с круглым кончиком. Вот. Играют им, как правило, довольно плоско. И как только я начинаю увеличивать угол, как не атака даже, а тело куда-то вот плоско, ты, конечно же, контролируешь это сам, потому что как только ты накатываешь угол, у тебя появляется такая мягкость. Потом ты его делаешь относительно струн плоским. У тебя атака приобретается. Как только ты берешь более острый кончик, возьмем самый острый кончик, хотя он, наверное, не показателен, потому что он просто супер особенный, а вот Jazz 3. Там сразу же, даже когда ты играешь плоско, он уже какой-то такой вот тепло-бестельный. Я вот им не могу найти тот звук, который очень легко получается круглым кончиком. А если взять еще более круглый медиатор, у него вообще появляется такое коцанье. Вот я обычно играю на акустике с самыми круглыми медиаторами, которые есть, периодически. Когда мне нужно, чтобы медиатор был очень похож на пальцы. Вот я взял стандартный, и медиатор звучит как-то звонче и ярче, чем пальцы. А у круглым мне проще добиться звука такого же, как от пальцев. Когда я играю что-то вот в фингерстайле, когда мне нужно как-то там совместить как-то совместить пальцы и медиатор, то я потянусь за самым круглым медиатором. Самые острые, ну вот давай стандартный наш тест, я просто сделаю несколько аккордов и страмов в каждом. Так, самый круглый. Dunlop стандарт. Dunlop Wedge.
Вот это, опять же, поскольку это открытие для меня, он довольно интересный из-за того, что он все-таки на самом конце круглый. От него можно добиться этой теплоты в звучании, при этом при повороте он звучит уже скорее как острый. Забавная форма, я на нее обращу внимание. Dunlop Tortex 3, такой же, как Just 3 кончик. Острый кончик. Не могу сказать, что им невозможно играть. Мне нравится он, безусловно. Но на акустике более вариативный по тембру, кругленький. И Sharp, наш любимец. Мне, наверное, за сегодняшний день заново открылся этот медиатор. Играть я им, конечно же, не буду, потому что он неудобный. Но звучит он прикольно. Он особенный какой-то по звуку. И, наверное, я их себе в копилку куплю на случай, когда нужен какой-то необычный тембр. Про акустики, мой выбор круглый. Однако же, про это мы поговорим в будущем еще прям обязательно, это прям необходимо. На акустиках больше влияет даже не форма кончика, а толщина медиатора и материалы его. И вот об этом мы поговорим в следующих роликах, наших, посвященных медиаторам Dunlop. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно послушать медиаторы компании Dunlop со всеми формами кончика, которые только возможны, от самых странных до самых необычных. Пишите вам, какой звук больше всего нравится и какими медиаторами вы играете, какие вы предпочитаете. Напишите нам внизу в комментариях, пообщаемся. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, поставьте лайк этому ролику. До новых встреч! Давай на ней, что нормально. Ты думаешь, это тоже, о чем и я, Пинки? Это нормально. Это же нормально. Ну, прям так, знаешь, типа... Ты добавишь еще нарезок этих на этой фразе. Я самое длинное видел, по-моему, на минут 7 есть нарезка вот с этими Есть фразочками. там, где Адам Нили играет эту фразу 5 часов. Ну, это другое, а про то, что Стримит, вот нарезки, стримит там, 5 это часов. Когда там с брейкером еще пересекается. Да. Ну, это классная фраза, чувак. Это крутая фраза. Я думаю, на ней все. Да. Все на ней ясно.